Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Алушка. И сегодня я предлагаю создать вот такой браслет на базе Риволи Сваровски. Приятного творчества! Этот браслет я плету на нити Медлер, полиэстер 100%, 40 размера. Берем нить побольше метра, метр 30, метр 20, складываем вдвое и вставляем в иглу. При таком способе не нужно никаких узелков, мы просто затянем нить и пропустим иглу в петельку. Набираем 32 бусин делика. Пропускаем иглу в петельку в эту и затягиваем нить. Все, никаких узелков не нужно завязывать, нить плотно затянута. Теперь берем бисер делика и приплетаем, начинаем приплетать бисер делика мозаичным плетением. И делаем таким образом 2 ряда, то есть первый, таким образом делаем 1 и 2 ряд. Вот 2 ряда приплетено. Такая оправа получается. Теперь переходим на бисер 15 размера и приплетаем 1 ряд бисером 15 размера, но проходим его дважды и туго стягиваем с очень высоким натяжением нити, то есть очень хорошо подтягиваем полотно. Таким образом проходим 1 ряд. Вот на 1 раз у меня пройдено. Проходим на 2 раз. Просто проходим все бусины, которые принимали участие в создании этого ряда, скажем так. И еще раз хорошо подтянем. Проходим весь ряд. Так, вот такая оправа получается на данном этапе. Теперь переведем иглу на противоположную сторону и вставим риволи. И теперь будем оплетать обратную сторону. Переходим на 15 бисер, более простой, это изнаночная сторона, которая будет контактировать с рукой в браслете. Вовсе не обязательно ее делать с внешним покрытием, лучше сделать с внутренним. И таким образом проходим 2 ряда, хорошо стягивая.
Вот что у нас получилось на данном этапе. Ревели оплетено. При создании браслета спинку обычно я не оплетаю. Теперь переведем нить во второй ряд делики. Вот первый, вот второй ряд делики. Переводим нить во второй ряд делики и приплетаем по одной бусине делики прямо поверх полотна между бусинами. Таким образом проходим весь ряд. Вот что получается на данном этапе. Теперь выводим иглу в бусину делики последнего ряда, который мы приплели, и приплетаем бусину делики. Далее набираем 3 бусинки 15 размера и приплетаем эту цепочку, чтобы вершинка образовалась. Вновь берем бусину делики и вновь 3 бусины 15 размера. И так проходим весь ряд, чередуя делика, цепочка из 3 бусин, делика, цепочка из 3 бусин. Проходим весь ряд. Вот что мы получили на данном этапе. Теперь выводим нить через вот эти 2 бусины делики и через 2 бусины ближайшей цепочки из 3 бусин и набираем четыре бусины делики, проходим в следующую бусину делики, 4 бусины 15 размера, что люблю. Затем берем одну бусину делики и проходим в следующую цепочку 2 бусины. Вновь набираем 4 бусины 15 размера и проходим в следующую бусину делики. Вновь набираем 4 бусины 15 размера и проходим из вершины следующей цепочки 2 бусины. Берем бусину делики и приплетаем к следующей делике. Вновь набираем 4 бусины и пройдем из вершинки 2 бусины следующей цепочки. Так, вот что получилось. Теперь вновь пройдем просто по полю следующую бусину делики и вновь выведем иглу через 2 бусины следующей цепочки и повторим весь этот цикл теперь с этой стороны. Точно так же 4 делика 4, 4 делика 4. Вот что получается на данном этапе. Мы сделали 2 серии таких цепочек, чередуя их с бусинами делики, и теперь идем дальше.
Далее через бусины делики просто проходим и выводим нить в последнюю цепочку, в цепочку последнего ряда, проходим ее и начинаем делать навесные цепочки. То есть берем 2 бусины 15 размера и проходим в бусину делики первого ряда. Вновь набираем 2 бусины и проходим через 2 бусины цепочки последнего ряда. Вот что получается. Здесь мы приплетаем биконус в окружении бусин 15 размера. То есть набираем бусину, биконус, бусину и проходим из вершины 2 бусины следующей цепочки. Вновь набираем 2 бусины 15 размера и уходим в бусину первого ряда. И вновь набираем 2 и уходим в цепочку последнего ряда. И далее по полотну проходим на другую сторону элемента. Сильно нить не затягиваем. Используем ровно то натяжение, которое требует полотно. Иначе потом трудно будет очень заходить в бусины. Поэтому мы вот сколько нужно полотну, столько мы и используем. И теперь выводим нить. Точно так же и с этой стороны. Проходим цепочку последнего ряда и вновь делаем навесные цепочки, приплетаем биконус и здесь делаем навесные цепочки. Здесь нужно отметить, что при изготовлении первого элемента приплетаем 2 биконуса. При изготовлении последующих элементов мы используем биконус уже готового элемента. Далее я это покажу. А теперь вот что у нас получилось на данном этапе. Сделали все навесные цепочки. Теперь эти навесные цепочки нам нужно закрыть. Поэтому вновь проходим по полотну. Уже начинаются сложности небольшие с иглой номер 10. Так, по полотну, которое у нас уже есть, проходим к навесным цепочкам и приплетаем к ним по одной бусине. Так, вот мы вышли в навесную цепочку. Приплести можно просто приплести. То есть берем бусину и проходим сюда. Но я делаю, чтобы лучше держалась эта линия, я приплетаю вот эту бусину к этой бусине первого ряда, через который мы изначально пропускали навесные цепочки. То есть вот я к ней приплетаю эту бусину. Так, потом выхожу на лицевую сторону вновь
Проходим еще раз в эту бусину, которую приплетаем мы, собственно, к этой бусине делики. Так, вот мы ее приплели. И потом уходим в эту навесную цепочку. И подтягиваем. Вот эта линия будет более четко держаться. Далее просто проходим по полотну. Вновь проходим к навесным цепочкам. И поступаем таким же образом. Проходим 2 бусины. Затем берем еще одну бусину 15 размера. Приплетаем к этой нижней бусине делики. Вот она куда выходит. Игла. Так. Вот с этой стороны делики вывели нить. Вновь проходим в эту бусину. И снова идем в навесные цепочки. И хорошенечко подтягиваем. Так. И далее по полотну вновь проходим к следующим навесным цепочкам и точно так же закрываем их. Вот сделана последняя навесная цепочка. Все они завершены, все 4 цепочки. Теперь нить завершается. И я увожу ее, уже сложности есть, и я увожу ее все-таки к центральным бусинам. Так, прохожу одну бусину делики. По центру. И увожу в полотно и закрепляю. Нам осталось приплести жемчужины. На данном этапе лучше перейти на более тонкую иглу. Я перехожу на иглу 12 размера. Берем новую нить. Ну, не очень длинную. Я беру сантиметров 40. Может быть 50. Но останется, конечно, хвост. Вот. Теперь приплетем новую нить. Пройдем в одну сторону. И пройдем в соседнюю бусину. Соседнюю бусину. Подтянем. Теперь пропускаем иглу опять же в петельку и затягиваем. Все, мы приплели новую нить. И отсюда сразу мы можем уйти вот в эту бусину делики. И пройти в нужные бусины 15 размера, которые нам нужны, собственно. Выводим нить в 4-ю бусину 15 размера от центра. То есть вот у нас центральная часть, вот делька, 1, 2, 3, 4, 4-я бусина. И начинаем приплетать жемчужины. Набираем одну бусину 15 размера и жемчужину. И проходим вот в эту бусину делики. Так. Проходим в бусину делики. Далее набираем жемчуг и бусину. И проходим в первую бусину, в бусину перед биконусом. Теперь
Выводим иглу в первую бусину и повторяем все вновь. Набираем бусину, жемчужину, проходим бусину делики и теперь вновь набираем жемчужину и бусину 15 размера и проходим третью бусину от цепочки, или это будет четвертая, точно так же от центра. Проходим в эту бусину. Далее по полотну вновь проходим нужную нам бусину, а нужна нам вот эта бусина. По полотну пройдем к этой бусине и повторим все вновь в таком же порядке. Точно так же приплетем здесь и здесь. Вот такой элемент получается. Теперь уведем нить к центру элемента, выведем на изнаночную сторону и запутаем. Ну, вообще, при желании можно и по контуру еще раз пройти. Хочу показать, что на этапе приплетения биконусов второго и последующих элементов приплетаем один биконус, делаем навесные цепочки, ну как у нас по схеме тут все идет, все это проделываем, делаем навесные цепочки, а второй биконус используем уже у готового элемента. Точно так же набираем одну бусину 15 размера, проходим биконус и вновь бусину 15 размера и проходим сюда и продолжаем плести по схеме, то есть навесные цепочки и так далее. И завершаем так элемент. Можно приплетать так по одному элементу, можно сплести блоками, то есть 2-3 соединить, а потом присоединить одним элементом, как вам удобнее. Вот такой браслет у нас получился. Нам осталось только присоединить замочек. Сейчас мы этим займемся. Для начала присоединим колечко к бусине бисера Тоха 8 размера. Для этого замкнем колечко, проденем его через бусину и вновь сомкнем. Берем вновь иглу 12 размера и нить сантиметров 40-45. Складываем вдвое и, как обычно, вдеваем иглу оба конца, чтобы у нас была петелька. Далее приплетаем, как обычно, приплетаем иглу, нить к полотну.
То есть пропускаем в одну сторону, потом в другую сторону. Аккуратно протягиваем и пропускаем в петельку. Теперь нам нужно выйти вот в эту цепочку, чтобы выйти к бусине. По тем бусинам, которые у нас есть, мы это можем сделать. Вывели нить в нужную нам бусину. Набираем такую цепочку. 4 бусины 15 размера, бусины 8 размера с колечком и 4 бусины. И проходим симметричную бусину от биконуса. Так, посмотрим, достаточно нам этого количества. Да, достаточно этого количества бусин. Теперь пройдем таким же образом, как мы входили, развернемся в полотне и пройдем еще раз. Ну вот, в общем-то, все. И уводим в полотно, уводим нить в полотно и запутываем. Также поступаем и с противоположной стороны. Тем же способом присоединим замочек. То есть разомкнем колечко, пропустим его через первое колечко и замочек и вновь сомкнем. Вот такой браслет у нас получился. Примеряем, наслаждаемся своей работой и обязательно выгуливаем украшения. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!